Всем привет! Вы на канале Заметки дизайнера, с вами Алексей, и у нас очередное видео по программе Adobe Illustrator. В этом ролике я вам покажу аж целых 3 способа, как сохранить изображение на прозрачном фоне. Итак, у меня сейчас на монтажной области находится логотип, и я хочу его сохранить на прозрачном фоне. В первую очередь, давайте убедимся, что он действительно сам находится на прозрачном фоне. Для этого зайдем в просмотр и выберем здесь «Показать сетку прозрачности». Либо нажмем быстрые клавиши Ctrl-Shift-D. Ctrl-Shift-D, вот так вот. Это как бы один из вариантов. Либо можем просто взять и создать какой-нибудь прямоугольник, любого цвета, вот, допустим, зеленый, вот так вот. Вытягиваем по всей монтажной области, Ctrl-Shift, левая квадратная скобка на задний план, и видим, что у нас здесь нет никаких белых частей от нашего логотипа. Удалим обязательно фон. Также перейдем в палитру слоев. Убедимся, что у нас здесь нет фона, нет дополнительных слоев. Ну и теперь можем сохранить нашу картинку. И еще уточню такой момент. Оказывается, не все этого знают, что если мы сохраняем картинки на прозрачном фоне, то это, как правило, формат PNG. И формат PNG является растровым. То есть, если у вас картинка здесь сейчас в векторе, вы ее сохраните в PNG, она уже будет растровой. Имейте это в виду. Итак, все проверили, перепроверили. Теперь заходим в файл. Здесь находим экспорт. Экспортировать как? Далее выбираем папку, куда мы будем экспортировать. Вводим название. Давайте так и оставим, безымянный. Тип файла выбираем PNG. И далее, если мы хотим, чтобы у нас объект экспортировался без монтажной области, то есть в чистом виде наш логотип, то не ставим здесь никаких галочек. Если нам нужна вся монтажная область, то есть вот эти вот поля вокруг, то ставим галочку «Использовать монтажные области». Давайте я этого делать не буду. И нажимаем «Экспорт». Открываются дополнительные параметры. Далее, если ваша картинка будет использоваться на экранах, то есть на компьютерах, планшетах, телефонах и тому подобное, то разрешение оставляем обязательно 72 ppi. Здесь ничего не трогаем. И цвет фона, конечно же, оставляем прозрачный. Все, нажимаем ОК. Проверяем. Откроем нашу картинку. Все экспортировалось замечательно, видим сетку прозрачности. Давайте посмотрим теперь следующий способ. И чтобы воспользоваться следующим способом, нажмем сочетание горячих клавиш Ctrl-Shift-Alt-S. Либо можем опять же зайти в файл, выбрать экспорт и сохранить для браузеров. Открывается окно с параметрами экспорта. И здесь мы в верхнем правом углу, вот здесь вот выбираем формат. Выбираем PNG 24, ставим галочку «Прозрачность». Далее дополнительно можем выставить размер. Если у нас включена вот эта иконка «Сохранять соотношение», то мы можем увеличить картинку, допустим, в процентах на 150 там, или наоборот ее уменьшить. И она будет увеличиваться, либо уменьшаться с сохранением качества. Далее также можем поставить галочку «Обрезать по монтажной области» или этого не делать. И нажимаем «Сохранить». Как обычно указываем, куда мы будем сохранять. И указываем имя файла. Давайте здесь поставим двоечку. И сравним, что у нас получится. Окей. Посмотрим, что получилось. Запускаем. Да, все замечательно. Также у нас объект сохранился на прозрачном фоне. Только у нас там стояла галочка «Сохранить с краями монтажной области». И мы сохранили, видите, всю монтажную область с нашим логотипом. А теперь еще один очень хороший способ сохранить картинку на прозрачном фоне с помощью палитры «Экспорт ресурсов». Находится она вот здесь вот справа. Видите, такая вот иконка. Кликнем по ней. У вас она может выглядеть немножко по-другому. Она может быть свернута вот так вот. Разверните ее, кликните вот по этому треугольничку, чтобы у нас открылись дополнительные параметры. Далее просто хватаем мышкой наш объект и тащим в это окно. Отпускаем. Вот он у нас появился. Далее убедимся, что он выделен, кликнем по нему, появляется такая синяя подсветочка и переходим к настройкам. Здесь формат выбираем также PNG. И следующий параметр, который нас может заинтересовать, это масштаб. Если у нас будет стоять 1х, значит он будет экспортироваться 1 к 1, то есть в том размере, который он и есть у вас на монтажной области. Если мы поставим 2, то есть в 2 раза больше будет. В 3, соответственно, в 3 раза больше. При этом экспортируясь, он не потеряет в качестве. Подобрали необходимые параметры и нажимаем «Экспорт». Далее также указываем папку, куда будем экспортировать, и нажимаем «Выбор папки». Проверим, что получилось. Открываем. И видим вот такая папка 3х. Открываем ее, и вот он наш ресурс 3.20. Откроем. Сразу видим, что логотип экспортировался без полей от монтажной области. И при этом он увеличился в 3 раза. Я чаще всего как раз экспортирую картинки именно через эту палитру. Далее, если нам из этой палитры нужно удалить картинку, выделяем ее и нажимаем на корзинку «Удалить». Еще смотрите, чем удобна эта палитра. Допустим, у нас несколько здесь объектов, Ctrl-Shift
G, я их разгруппирую. У нас есть вот такой знак и вот такой текст. Я могу взять знак, перетащить, и отдельно могу перетащить текст. Теперь я шифтом выделяю оба объекта, выбираю масштаб, допустим, 1, и нажимаю экспорт. Также выбираю папку, выбор папки, окей, проверим, что получилось. Вот она наша папка 1x, и у нас сразу здесь два объекта, видите, и надпись, и логотип. То есть, если у вас на монтажной области находится сразу несколько объектов, и вы хотите их по одному по отдельности экспортировать на прозрачном фоне, то палитра экспорт ресурсов вам в этом поможет. А на этом у меня все. Был полезен, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!